Всем привет, и это Даша в эфире. Это новая рубрика на моем канале «Один месяц из жизни моделиста». И в этом видео я расскажу, что со мной приключилось в плане моделизма и поделюсь своими впечатлениями. Надеюсь, это будет интересно и вам, и мне. А начался месяц внезапно с того, что я стала производителем моделей, о чем я всегда и мечтала. Когда ты чем-то долго, много и продолжительно занимаешься, всегда хочется стать кем-то большим, чем просто обычным пользователем. И благодаря современным технологиям и 3D-печати, в частности, я отчасти воплотила свою мечту в жизни. И отдельный ролик о 3D-печати в моделизме у меня вышел совсем недавно. И повторюсь, что я пользуюсь совсем простеньким принтером Cudi Shadow, который я нашла в магазине Лидер 3D, и ссылочка будет в описании. И 3D-печать оказалась не очень уж и простым занятием со множеством подводных камней. И поначалу возникла куча брака, поэтому я иногда задерживаюсь с поставками покупателям, за что я искренне извиняюсь. И я учусь, и теперь у меня брака стало немножко меньше, но все же он еще остался. И я напоминаю, что пока в ассортименте у меня только советский забор ПО-2 в разных масштабах, от железнодорожного 87 до автомобильного 24. И продаю я заборы в комплекте по 5 плит и 6 стаканов. А для заказа мне напишите в личные сообщения в ВК или в Инстаграм. А еще я хочу сказать большое спасибо моему зрителю Эдвину за огромную помощь с 3D-моделями. А еще у меня в продаже появились грузовые палеты в 35-м, 43-м, 72-м, 87-м и 24-х масштабах. В наборе 4 штуки. А вообще будет отдельное видео, где я подробно расскажу свой опыт и как я вообще освоилась в этом бизнесе, если можно так это сказать. И да, одна из моих комнат в квартире просто завалена полуфабрикатами этих заборов, и иногда я напоминаю себе Уолтера Уайта, который постоянно колдует над оборудованием и химикатами. И вообще очень это забавно выглядит со стороны. Второе событие этого месяца в моей моделистской жизни – это я наконец доделала свой долгострой Peterbilt. Это очень сложная для меня модель, но я ее должна была просто доделать, потому что я не очень люблю долгострои. В этой модели у меня были большие сложности с хромированными деталями. Их было очень сложно приклеивать, и плюс весь этот хром выглядит очень нелепо и очень неуместно, на мой взгляд. Делать хром самой я пока не умею. А еще мне не очень нравится размер этой модели. Модель – это все-таки что-то миниатюрное, и которое хочется разглядывать. А здесь получилась просто какая-то огромная бандурина. Жуть, в общем, не знаю. Я поняла, что 24-й масштаб для грузовиков – это не моя тема. Хотя в запасах у меня есть Scania, и я тоже когда-нибудь все-таки попробую ее сделать. Мне больше нравятся европейские грузовики, чем американские, потому что американские – это такое... какая-то, получается, смесь и грузовика, и дома на колесах, и такой какой-то тяжелый люкс, какая-то тяжелая махина для больших дорог. А все-таки Европа – это что-то маленькое и миниатюрное, мне ближе. А еще в октябре я доделала Мардер от i7 в 35-м масштабе, и видео о постройке этого малыша у меня уже есть на канале. А работой над моделью я, в принципе, довольна. Модель получилась хорошая на твердую 4. Есть проблемы со стыкуемостью листов рубки ввиду сложности геометрии, но работа над ней мне, в принципе, понравилась. Как собирать, так и красить, в принципе, приемлемые. Но у меня есть претензии к моей же работе по камуфляжу. Все-таки такой рисунок лучше делать при помощи масок, а не аэрографом. Но у каждой модели есть какая-то доля эксперимента, и насколько это выйдет удачно или нет, не предугадаешь, но все надо показывать, делиться своим опытом. А еще меня улыбнул тот факт, что многие в комментариях писали, что это не Мардер, а FCM-36 PAC. И, видимо, именно так эта самоходка числится в игре World of Tanks. Это немножко забавно. В общем, надо учить историю по книжкам, а не по компьютерным играм. Хотя здравое зерно в этом названии все-таки есть. А еще я продолжаю мучиться над Сейбером. Это тоже один из моих долгостроев. Работа над ним идет медленно, потому что работа очень сложная. Самолеты, помимо того, что они не дают тебе шанса на ошибку в плане окраски,
так и переделка машины тоже это довольно сложная и кропотливая работа. Плюс у него довольно сложная геометрия, которую тоже надо было делать. А также у меня большая проблема возникла с декалями, которые я заказывала с Алиэкспресса. Мне нужно сделать ему номер американский, но декаль пришла не декаль, а наклейка, и тем более еще серебряная. Теперь я заказала еще одну декаль, но посмотрим, что придет. Надеюсь, в этот раз наконец-то мне получится доделать этот самолет, так как я тоже его делаю, наверное, уже порядка года. И доработок проделано уже довольно-таки много, и надо, наконец, закончить этот долгострой. Еще в октябре мне пришла посылка от модельной лавки. Там куча инструментов и одна модель КАМАЗа с кабиной от Мерседеса. И вот сейчас будет вставочка, где я показываю, что у меня в этой посылке. Итак, сегодня я открою очередную свою посылочку из модельной лавки. Сейчас вы увидите, что я там заказала в очередной раз. Итак, ну, конечно же, как же я и не заказать новый КАМАЗ от АВД. Конечно же, эта модель пойдет на сборку на канал, но, не знаю, она меня не очень сильно вдохновляет. Конечно, КАМАЗы это здорово, но современные кабины как-то, не знаю, мне почему-то не так сильно радуют, как старенькие. Вот, но интересно. Не знаю, просто их надо делать глянцевыми, а глянцевая поверхность меня почему-то пугает. Так, дальше. Дальше я всегда заказываю боксы. На этот раз их два. Ну, их всегда два. Один чуть больше, другой чуть меньше. Этот специально для моего автобуса Лиаза. Вот он большой, я думаю, поместится. Тут, кстати, нарисован на торце коробки именно Лиазик. Так, ну и второй бокс чуть поменьше. Сейчас покажу, как он выглядит. Просто пластиковый бокс. Так. Оп. Собственно, вот. Так. Немножко сторонку. И очень интересную штуку я решила заказать. Органайзер для красок Pacific. Ну, в принципе, можно любые краски в похожих упаковках вставить в этот органайзер, потому что места у меня становится все меньше и меньше в моей мастерской. Нужно воспользоваться органайзерами. Так что сейчас, может быть, даже и соберем вместе с вами. Так. Дальше, конечно же, это мачете скотч. Скотч у меня кончается практически всегда. В каждой модели, в каждой покраске модели я чуть-чуть доиспользую этот материал. Ну и еще по мелочи разных инструментов. Не знаю, мне кажется, я просто какой-то коллекционер инструментов. Не знаю, насколько это нужно и оправдано. Так, ну, начнем по порядку. Это новые кусачки-бокорезы. Не знаю, мне понравилось, что они черные и продолговатые. Будет удобнее подлезать в труднодоступные места. Также еще один частый расходник — это шлифовальная губка. Ну что ее рассказывать, просто наждачка в удобном формате. Также у меня опять закончились сменные лезвия для ножей. Не знаю, они почему-то у меня обламываются кончики, но и тупятся они не так быстро, как обламываются. А мне это не очень удобно. Ну и вдогонку я решила попробовать новый модельный нож, но он отличается, я думаю, от предыдущего только прорезиненной ручкой. Где мой старый-то? Сейчас. Ну вот, собственно, мой старый нож. Так, ну футляр, конечно, приятно, но я уже, честно, не знаю, куда девать эти футляры. Ну, вот так он выглядит. Что довольно приятный. Нож как нож. Ну, всегда пригодится, не знаю, они у меня
тоже считается почти расходным материалом. Так, ну что еще? А и очень интересная новинка. Не знаю, я решила попробовать. Это специальный резак для пластика. Я так понимаю, специально для того, чтобы отрывать детали от литника. Ну или для того, чтобы, используя наконец-таки по назначению коврики для резки, резать листовой пластик. Ну так, давайте соберем мой органайзер. Значит, воспользуемся ножом, чтобы открыть защитную пленку. Так, интересно. Кстати, очень интересно, что он изготовлен в Костромской области, в Костроме. И я так понимаю, это прямо поддержим нашего производителя, а не китайских рабочих. Это очень даже здорово. Так, инструкция на обратной стороне. Ну, тут ничего сложного. Хотя даже предлагают использовать клей. Ну, посмотрим. Честно, напоминает какую-то мебель из Икеи на минималках. Очень приятная, кстати, ДСП. Она выглядит намного лучше, чем то, что когда я собирала ящички от другого производителя. Так. А все инструменты вы сможете найти в интернет-магазине «Модельная лавка». По этому промокоду на первый заказ у вас будет скидка для последующих. Можете использовать промокод Даша. И я в этом месяце еще доделала татру. Многие меня спрашивали, где татра, а вот она. Тоже маленькая вставочка. И я ее сделала специально загаженной, потому что, когда я искала в интернете, как ее красить, мне в основном попадались объявления с сайтов продаж этих машин, и фото на этих объявлениях были не в лучшем качестве, и татры там были довольно-таки уставшими. Собственно, и на улицах я несколько раз в этом месяце видела татру, и она была именно вот такая же уставшая. Тем более на желтом цвете очень классно смотрятся следы сколов и грязи. Довольно интересно рассматривать такой экспонат. А, кстати, на моем канале есть видео, как я собирала эту татру. Вы можете тоже посмотреть, если пропустили. Вообще, если вы тоже хотите приобрести этот экскаватор, то он продается только в одном магазине, и это «Модельная лавка». А также в этом месяце мой зелок, маленький самосвал, уехал на свое новое место жительства, в частную коллекцию. И это одновременно и грустно, и радостно. Но, повторюсь, я больше моделист, чем коллекционер. И мне больше нравится работать над моделью, чем обладать ей. А зелок, кстати, был героем видео о постройке диорамы с четкими пацанами и стадом коровок. Так что он навсегда останется и на моем сердце, и на моем канале. А я поздравляю нового владельца зелка с пополнением коллекции. А, кстати, на место зелка я поставила на диораму мой кавзик. А по кавзику у меня выходило несколько серий. Так что в самом начале моей карьеры на YouTube. Так что тоже можете посмотреть, как я там стесняюсь в видео. Ну, собственно, как и сейчас. Так. Вообще, октябрь оказался для меня очень насыщенным по работе с моделями. Я попробовала для себя еще и новый жанр. Это роспись оловянные миниатюры. Ребята из Питера делают вот таких вот оловянных солдатиков времен Гражданской войны. Сейчас. Вот таких вот. И в своем инстаграме я публиковала фото с этим набором, и в комментариях началась какая-то настоящая битва. Оказывается, люди очень неравнодушны к кубанским казакам, а Волчья сотня – это легендарное формирование времен Гражданской войны. Но некоторые связывают это формирование с тем, которое организовал беглый казак-атаман Шкура во время Второй мировой войны. Но это история, и хоть она не такая уж и радужная, но ее надо знать. В общем, благодаря такому набору я очень заинтересовалась историей Гражданской войны. А там было, оказывается, столько фракций, столько видов и белых, и красных,
разных бандитов и вообще очень много разных национальных формирований, иностранные интервенты. И, кстати, по мотивам гражданской войны было бы неплохо сделать и какую-нибудь компьютерную игру типа Warhammer или Company of Heroes. Это, мне кажется, было бы интересно. А по поводу миниатюры хочу сказать, что они отлиты очень классно. И вот тут я вот попробовала расписать коня, и мне, в принципе, очень даже понравилось. Правда, краска, точнее грунт, довольно-таки долго сохнет на металле, и очень велика вероятность сколов. Но это же только первый опыт, так что он не обязан быть и получиться сразу все идеально. Так что о своих неудачах я тоже стараюсь рассказывать. Так что напишите в комментариях, как вам такое направление в миниатюре. Это какой-то такой варгейминг. Он больше развит на Западе, чем в России. Но также я хочу еще сказать большое спасибо Олегу, который предоставил мне этот набор. И вообще мне очень приятно, когда присылают какую-то коробочку, а внутри оказывается небольшое послание, как такая вот открыточка с пожеланиями. Вот. А еще я начинаю также заканчивать работу над моим другим долгостроем, это B200. У него очень довольно сложная окраска, она имеет несколько цветов, полос. Вообще я как-то боялась красить эту модель. Не знаю, меня работа с глянцем немножко настораживает, потому что она не дает тебе шанса на ошибку, а я пока без ошибок работать не умею. Так что вооружилась я большим количеством малярного скотча и потихоньку начала работать над этой моделью. Мне хочется вообще к концу года закончить все мои долгострои. Это такая, как я бы сказала бы, расхламление. Если вы знаете блогера, который часто использует это слово, то тоже напишите об этом в комментариях. И да, это иногда надо делать. А еще я выпустила видео про ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Но видео почему-то очень мало набирает просмотров, и это очень странно, ведь первое видео с эвакуации из Припяти было очень даже популярно. И неужели вам просто надоела тема Чернобыля? Напишите об этом в комментариях тоже. Потому что лично мне эта тема немножко тоже надоела. Я не очень понимаю, почему так людям нравится эта трагедия. Не знаю. Просто мне очень часто в YouTube попадаются видео сталкеров, как эти подростки на разных видах транспорта зачем-то идут и портят свое здоровье. Не знаю, это может быть мое личное мнение, но я бы так рисковать собой не стала ради миллионов просмотров. Они есть, и это очень странно. И вот такие у меня случились приключения в этом месяце. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Если да, то напишите об этом в комментариях, и мне будет интересно почитать их. Так что, если комментариев будет много, то я сделаю эту рубрику постоянной. И увидимся в следующем видео на моем канале. До новых встреч. Пока-пока.